Всем привет, дорогие друзья! Я очень сильно по вам соскучилась, и наконец-то я могу записать для вас видео. У меня совершенно не было материала, который я могла бы смонтировать, поэтому я просто писала субтитры для тех видео, у которых субтитров еще не было. Сегодня наконец-таки выдалась возможность записать видео для вас. Я хотела бы рассказать вам о своих учителях русского языка. Как вы, наверное, знаете, школа в России делится на младшую школу, то есть с 1 по 4 класс. Некоторые учатся 3 года и идут сразу в 5 класс. Вот. А среднее звено это с 5 по 9 класс, и старшее звено это с 10 по 11 класс. То есть после 11 класса мы поступаем в университет. И вот в моей жизни было несколько учителей русского языка, о которых я сейчас хотела бы рассказать вам. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Как обычно, у этого видео есть субтитры, поэтому нажимайте на кнопку Subtitles и включайте их. Они обычно бывают на русском или на английском языках. С 1 по 4 класс у нас обычно одна учительница на все предметы. И на уроках русского языка, либо на уроках письма в 1 классе мы учимся писать буквы, учимся красиво писать, выводим всякие палочки, рисуем, крючочки. Есть такая вещь, как прописи. В каждом 1 классе есть прописи, по которым ребята тренируются красиво писать. Есть такое еще определение, как каллиграфический почерк. Каллиграфический. Это означает, что у человека очень ровные буквы, он очень красиво пишет, и про такого человека говорят: у тебя каллиграфический почерк. У меня, конечно, не было каллиграфического почерка, потому что я не очень старалась, не очень красиво выводила эти крючочки, вот. Но у нас были в классе ребята, у которых был каллиграфический почерк. Я им всегда очень сильно завидовала, честно говоря. Мне не хватало усидчивости никогда. В принципе, как бы с 1 по 4 класс русский язык мне нравился, но нас заставляли всегда зубрить правила различные, ну, кроме «жиши» пиши с буквой «и» или «чаща» пиши с буквой «а». Нас заставляли учить, что такое имя существительное, прилагательное, глагол, и заставляли нас так прямо вызубрить вот это правило из учебника, что если ты рассказываешь это правило своими словами, то тебе ставили 3 и говорили, что ты плохо выучил, давай зубри учебник. Вот. Это мне тоже не очень нравилось, но у меня хорошая очень слуховая память, и поэтому я очень быстро это все сдавала и забывала напрочь. Потом, когда я перешла в 5 класс, то есть среднее звено, у нас была классная учительница Галина Петровна. Я запомню это имя, фамилия на всю жизнь просто, потому что это была очень классная учительница. Она просто, знаете, вбивала в нас русский язык. Вот именно она вообще вбила вот эту вот любовь к русскому языку. Знаете, как иногда говорят: я научу тебя родину любить. Вот она научила меня русский язык любить, чтобы вот эту всю грамотность вложила в меня именно она. То есть она настолько объясняла нам классно все эти правила. Она тоже, конечно, заставляла нас их зубрить и учить, но она позволяла рассказывать правила своими словами, если ты их реально понимаешь. То есть если ты просто зазубрил и не понимаешь правила, она этого вообще не любила. Она всегда говорила, чтобы мы прежде всего поняли вообще, о чем идет речь, и потом уже вот это зубрили, чтобы это просто осталось на подкорке. Если вдруг ты забудешь что-то, то у тебя это в голове как бы на всю жизнь вот запомнится. И особо прилежные ученики, дабы угодить нашей Галине Петровне, учили правила даже с такой интонацией, рассказывали их, с которой рассказывала она нам их. То есть, предположим, она говорила: имя существительное – это часть речи, которая отвечает на вопросы «кто» и «что». И вот мы выходили к доске, и вот так же прям: имя существительное – это часть речи, которая отвечает на вопросы «кто» и «что».
некоторые даже рукой махали, в общем, да, было очень весело. Еще она очень любила проверять наши изложения. Да, в российских школах существует такая вещь, как изложение. Это когда вам читают текст, вы его слушаете, записываете план этого текста, и потом, пользуясь своей памятью и пользуясь этим планом, вы воспроизводите текст. То есть, в принципе, вы слушаете его, может быть, раз 20, наверное. Вот она читает, учительница читает этот текст 10 раз медленно, 5 раз средней скоростью речи и 5 раз быстро. И вы должны запоминать текст. И нас самое смешное было это проверять эти изложения, потому что особенно мальчишки у нас там писали иногда такое, у них в голове была полная каша. У нас, помню, было изложение про какой-то корабль, значит, плыл паром, и значит, с парома были видны тюлени, точнее, детеныши тюленей, это бельки, вот. Кто-то писал белки или какие-то белки, белок они увидели. Кто-то написал, там было такое предложение, помню, и этот белек смотрел на нас, то есть на матросов, там были матросы на этом корабле, смотрел на нас большими глазами. Кто-то там написал, что матросы смотрели на бельков большими глазами, бельки их пожалели, в общем, там был просто такой хохот стоял у нас в классе, в общем, мы всегда угорали очень сильно по поводу этих изложений, и всегда ждали с нетерпением, когда Галина Петровна войдет в класс со стопкой вот этих проверенных изложений, стопкой тетрадей, заходит такая, всегда руку так вот на грудь и такая: я проверила ваши тетради, это тихий ужас. И вот если она говорила тихий ужас, это значит, что сейчас будет пипец. Она будет и ругаться, и будет и смеяться с нами, хохотать, но, в общем, будет весело. В этом классе я перешла в другую школу, где был медицинский класс, потому что 10-11 класс мне нужно было учиться в медицинском классе. Вот. И для того, чтобы попасть в этот класс, желательно было перейти в эту школу еще до набора этого класса, то есть большая вероятность того, что ты попадешь в медицинский класс, если ты уже учился в этой школе. Поэтому я перевелась в другую школу. И в 9 классе у меня была очень классная учительница, всего полгода, но я запомнила ее на всю жизнь также. Это была Ирина Александровна. Ирина Александровна, она была, конечно, вообще, она тоже очень такая требовательная была. Я помню, что когда я пришла в 9 класс, и мы готовились к ГИА, это такой промежуточный экзамен в 9 классе. Я помню, что пробный экзамен я написала очень плохо вообще, я помню, что я плакала, сидела над своей работой, и она мне еще говорила: что ты плачешь, ты вот не знаешь ничего, вот ты плачешь, вот давай, соберись и давай делай. Я помню, так она меня сильно вдохновила, что в конце концов, в конце года я сдала это ГИА на 5. По-моему, всего у нас было 3 человека в классе или даже в потоке, кто написал русский язык на 5. 5 это самая высшая оценка у нас, вот. Настолько она меня смотивировала и заставила вот взяться за ум, можно сказать, взяться за русский язык. И я помню, когда я пришла в школу, где-то примерно через 3 дня после этого ГИА, я захожу, и Ирина Александровна такая бежит на меня, говорит: Тарасова, я тебя люблю, ты написала ГИА на 5. Я такая: в общем, я просто обалдела от того, что я написала на 5, я вообще не ожидала этого, вот, и была очень рада. Ну и, наконец, в 10-11 классе я перешла в медицинский класс, собственно, да, поступила в него, и у нас была учительница Людмила Владимировна. Честно говоря, я задолбала просто, пипец. В общем, кто знаком с ЕГЭ, это единый государственный экзамен, который ввели на тот момент недавно совершенно, когда я училась в 11 классе. В общем, это такой экзамен, где у тебя примерно, по-моему, 20 вопросов тесты, 8 или 10 вопросов, это часть Б. Туда нужно вписать ответ словами, то есть, предположим, найти какое-нибудь слово в предложении нужное, вот. И в третьей части там было сочинение. И сочинение было самое
не то что сложное, оно было несложное. Сложно было соответствовать тем критериям, которые требуют от вас. То есть, если вы напишете реально красивое сочинение, вы напишете его очень красивым языком, но если вы не раскроете те моменты, за которые ставятся баллы, то вы ничего не получите за это сочинение, какое бы оно классное не было. И у меня всегда была проблема. Я писала всегда очень красивые сочинения, вот, но для ЕГЭ такого вообще, неприемлемо это было. То есть я бы ничего совершенно не получила, и когда я поняла это, я начала писать вот эти вот сочинения постоянно. Наверное, каждую неделю я приходила к Людмиле Владимировне в 11 классе и давала ей свое сочинение, чтобы она его проверяла. В общем, я замучилась этими сочинениями, но в итоге я по сочинению заработала самый высший балл. Это было для меня прям реально круто. В общем, вот так вот у меня было весело все в школе. Такие у меня были классные учителя русского языка. Я очень сильно им благодарна. Если сейчас вы меня смотрите, низкий вам поклон за то, что вы были в моей жизни, за то, что вы привили мне вот эту любовь к русскому языку, к тому, чтобы нести его в массы, чтобы помогать другим людям говорить правильно на русском языке. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, дорогие зрители. Я надеюсь, что вам было интересно. Если у вас есть что рассказать о ваших учителях, неважно, какой предмет они вели, пишите о них в комментариях. Мне будет очень интересно почитать ваши истории. И спасибо вам всем за внимание. Любите и цените учителей. Это священная профессия. Всем пока!